Привет, я Игорь Рыбаков. Ежедневно в мире происходит множество бизнес-событий, но я все их вижу по-своему. «Газпром» стал самой дорогой компанией России. «Газпром» стоит сейчас более 5 триллионов рублей. Ну что, как говорится, мечты сбываются. «Газпром», у которого вся газотранспортная система России и ближнего зарубежья, у которого все недра России, на мой взгляд, должен стоить в 5, а то и 10 раз дороже. Сбербанк, у которого только финансовые транзакции, стоит почти как «Газпром». Ну что это за дела? Я бы вполне с большим удовольствием купил бы акции «Газпрома», которые бы дорожали, я бы получал дивиденды и наслаждался ростом капитализации. А пока покупать не буду. Подожду. Но как только признаки роста «Газпрома» возобновятся, обязательно куплю. Сбербанк прекратит работать с криптовалютой. Позиция Центробанка относительно криптовалют стала причиной, по которой Сбербанк решил приостановить свои планы по работе с виртуальными валютами. Регулятор России, Центробанк, по-прежнему не рассматривает использование криптовалют в России. Ну что сказать? Правильно сделали, что меня послушали. Помните, я недавно говорил, биткоин — это самая большая пирамида в мире. Вот, сотрудники Сбербанка, наверное, меня смотрят. Передаю вам привет. Бывшего владельца российского Forbes признали банкротом. Суд принял производство дела на бизнесмена Александра Федотова о преднамеренном банкротстве. Напомним, в марте Александр Федотов сам обратился в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности, так как он не смог выплатить задолженность в 380 миллионов рублей кредитору. Сейчас сумма задолженности превышает 600 миллионов рублей. Друзья мои, репутации Forbes нанесен еще один чувствительный удар. Ну как же можно брать в долг и потом не возвращать? Я считаю, что долги нужно возвращать. Я просто настаиваю на этом, что бизнес-климат, бизнес-сообщество, предпринимательское сообщество и все сообщество России должно призвать к ответу Александра Федотова. Яндекс ответил на сообщение о требовании Федеральной службы безопасности по ключам шифрования. В компании Яндекс заявили, что исполнение так называемого закона Яровой не должно вести к нарушению приватности данных пользователей. Я думаю, это повсеместная история о том, что необходимо искать террористов и на ранней стадии упреждать планируемые преступления – это всеобщий мировой тренд. Конечно, не очень приятно, что о нашей с вами переписке будет знать кто-то другой. А самое главное, неприятно, что могут произойти утечки данных. И тогда наши с вами банковские данные, приватные данные, они могут оказаться у преступников или у нежелательных лиц. Неприятно все это. Я вот не решил для себя, что это. Данность времени или какая-то вот нужда. Размышляю на этим. А как вы думаете? Пишите мне в комментарии под этим видео. Стартап по диагностике рака с помощью искусственного интеллекта Боткин привлек 100 миллионов рублей. Конечно, это благое дело, ранняя диагностика рака. Но дело вот в чем, что в мире уже полно стартапов, которые давно прошли начальную стадию и находятся на очень серьезном уровне. Поэтому лучше бы этот стартап потратил денежки не на маркетинг и дальнейшее развитие технологий, а на закуп существующих технологий и дальнейшее развитие этой технологии. Было бы более полезно. Правительство предлагает ввести акцизы на вейпы, кальяны, электронные сигареты, так как этот рынок до сих пор не регулируется законодательно. Ребят, первое. Давайте договоримся, чтобы в кафе вот не было вот этих вот всех паровых кальянов или вейпов, как их называют. Ну, в конце концов, там же вот мы с детишками, вот с женщинами, да. Вот раньше там был табак, как было неприятно. А сейчас заходишь, везде вот это вот паровые какие-то вот испарения. Это раз. Второе. Конечно, и акцизы – это цивилизованно. Это нормальное налогообложение. Прямое обложение, косвенное – это нормально. Надо регулировать сектор, надо его учитывать, надо понимать, сколько у нас магазинов торгуют этим делом, чтобы в доход были бюджеты. Дорогие товарищи вейперы, давайте сразу договоримся, что тот, кто не хочет вдыхать вот эти вот паровые вот выделения, не будет их вдыхать вместе с вами. Объем рынка онлайн-торговли в России вырос на 59% до
1,6 триллиона рублей. Одной из причин развития рынка стали малые и средние продавцы, которые работают в регионах. На рост также повлияла популярность некоторых категорий товара, например, сегмент доставки продуктов. Вырос вдвое за год. Вот вам и чудеса прогресса, и непобедимая сила лени. Вообще говоря, знаете как? Люди призывают бороться с ленью. Я же призываю использовать лень. Вот видите, например, используя лень, вы можете запустить сервис, который будет доставлять что-либо на дом. То есть не надо ходить в магазин, и у вас будет бизнес. Оптимизация своих действий, своих движений, бережливое отношение к своей энергии – это заложено в наш мозг. Поэтому используйте свою лень для того, чтобы выживать и для того, чтобы процветать. Комбинируйте, и у вас все будет хорошо. Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером. Состояние 49-летнего рэп-исполнителя достигло $1 миллиард. В пакете активов Jay-Z доли в интернет-сервисах, недвижимость, производство вин, коллекция произведений искусства и авторские права на свои песни. Ну что ж, если даже рэп-исполнители становятся миллиардерами, по сегодняшним временам это означает, что много интересного еще произойдет. Поэтому не отказывайте себе в неопределенности, не отказывайте себе в непредсказуемости. Ведь там, где все определено и все уже расхвачено, да, вам вряд ли что-то светит. Поэтому идите и пробуйте что-то новое. Не ставьте еще один ларек, если у соседа уже есть ларек. Не делайте чего-то того, что уже кто-то сделал. Повторение – это ошибка. Делайте новое. Новое, что необходимо людям. Создавайте сервисы и создавайте услуги, которые нужны другим людям. И другие люди с удовольствием вам за это заплатят. Онлайн-казино Азино 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем Рунета. Годом ранее оно было лидером в русскоязычном сегменте интернета. Все бренно, а особенно бренно вот это вот ненужное. Вот эти все криптовалюты, вот эти вот все МММы, вот эти вот все вот казино. И вот этот подобный шлак ведь совершенно не интересует моих подписчиков, правильно? Он интересует только лохов. Поэтому, друзья мои, вы знаете, что делать. Развлекаться с умом. Всего вам самого наилучшего. И встретимся в следующем выпуске.